Иногда теории заговора не теории и даже не заговор, а просто правда жизни. Например, есть такое мнение, что больше 50% всего гостиничного бизнеса в США захватили индийцы. Мало того, 70% этих индийцев носят одну и ту же фамилию – Патель. Все это, соответственно, в прессе и в обиходе называется в рифму – картель мотелей-пателей. Сегодня поговорим о том, как это вышло и при чем тут английские колонизаторы, древняя кастовая система, голод с миллионами жертв, Пёрл-Харбор, президент Рузвельт, гигантский диктатор-людоед из Уганды, а также Дональд Трамп и ФБР. В общем, увлекательная история на стыке бизнеса, политики и цепи счастливых случайностей. По поводу ФБР такое вот замечание для начала. Как некоторые, возможно, знают, ФБР сейчас возглавляет ставленник Трампа, человек по имени Кашьяп Прамод Винод Патель, воспитанный в индуистской семье. Начнем с простого. В феномене мотелей примечательно что? Хотя существуют они в основном в Америке, классический мотель представляют себе абсолютно все, от Гренландии до населения огненной земли. Вот так вполне узнаваемо выглядит мотель Лоррейн в Мемфисе, штат Теннесси. Он известен тем, что там убили Мартина Лютера Кинга. Он не сильно отличается от других менее известных мотелей. Такими была покрыта вся страна. Первый мотель, кстати, открылся в 1925 году. Произошло это ровно на полпути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, в городке Сан-Луис-Обиспо. Америка в этот момент уже превращалась в страну автомобилей. Их в США было 18-20 миллионов. Для сравнения, в Европе в середине 20-х набиралось всего 2 миллиона машин, то есть в 10 раз меньше. Тогда же в 20-е началось строительство системы хайвеев, в итоге связавших всю страну. В общем, создатель первого мотеля, архитектор Артур Хейнеман, угадал гениально. Слово «мотель» он составил из слов «мотор» и «отель». Получилось предельно понятно. Недорогая гостиница рядом с дорогой, где можно остановиться на ночь и припарковать машину прямо рядом с номером. Весь 20 век Америка куда-то ехала на гигантских хромированных машинах. Кто-то путешествовал, кто-то переезжал из штата в штат в поисках работы, кто-то просто вез грузы. Соединенные Штаты стремительно богатели, а главным символом статуса и гордостью любого успешного человека сразу после собственного дома стал собственный автомобиль. Золотой век мотелей пришелся на 50-е, а на пике, в 64-м, их в Америке было более 60 тысяч. Одновременно автопроизводители вступили между собой в настоящую гонку. У чьей машины плавнее всего ход, мягче всего диваны, у кого самые большие плавники-стабилизаторы и самая хромированная решетка радиатора. Появились автомобильные кондиционеры, автоматические коробки передач и другие технические новинки, которые тогда казались чем-то из научной фантастики. Конечно, сейчас и автоматическая коробка, и кондиционер в машине – вещи обыденные. Но это не значит, что погоня за передовыми технологиями остановилась. Просто в авангарде теперь другие марки, не американские. Один из ярких символов прогресса – премиальный гибридный кроссовер Esteo Xlantix ET. Высокий уровень пассивной и активной безопасности кроссовера подтвержден независимыми краш-тестами европейской организации EuronCap. По его результатам модель удостоилась высшей оценки 5 звезд. Высокая динамика, просторный салон, независимая пневмоподвеска с электроуправляемыми амортизаторами, подогрев сидений с вентиляцией и массажем, а также трехзонный климат-контроль сделают комфортной поездку по любому хайвею. Esteo Xlantix ET может на одном баке проехать до 1180 километров. Это из Сан-Франциско в Лас-Вегас без заправки. Или из Москвы в Ростов-на-Дону, если вы в России. В американском кино второй половины 20 века герои обязательно оказываются в мотелях. Грабители банков прячутся там от погони. Семьи с детьми останавливаются в начале триллеров, а в фильмах Квентина Тарантино происходит и то, и другое. Мотель — это такой же американский архетип, как револьверы или дайнеры. И вот этот архетип достался индийцам. Это пример, как если бы Америка однажды проснулась и обнаружила, что 50% ковбоев в стране – выходцы из Южной Кореи. Как же такое произошло? Удивительно, но мы знаем имя человека, с которого, по легенде, начался этот процесс. Фамилия его, вопреки стереотипу, была не Патель, его звали Канджи Манчху Десаи. Но Патели — это не семья или не совсем семья. Это то, что в Индии называется джати,
то есть региональная каста со своей специализацией, что-то среднее между кланом и профсоюзом. Патели из индийского штата Гуджарат исторически были фермерами. Выращивали они хлопок, табак, орехи и пшеницу. И делали настолько давно, что слово «патель», кроме представителя касты, могло обозначать еще и должность деревенского старосты. Десаи — это тоже одна из гуджаратских мини-каст. Только они не фермеры, а счетоводы и сборщики налогов. И для тех, и для других жизнь в колониальной Индии под властью британцев была не сахар. Мелкие фермеры регулярно оказывались по уши в долгах. Достаточно сказать, что в год рождения Десая, в 1900-м, в стране продолжался массовый голод, убивший по разным оценкам от 1 миллиона до 9 миллионов человек. В 1943-м случился другой знаменитый массовый голод. Считается, что тогда погибло то ли 800 тысяч человек, то ли 3 миллиона 800 тысяч человек. Уже по разбросу цифр понятно, что жертв особо никто не считал. Эту вторую катастрофу Десай не увидел, потому что еще в 1930-м оказался на Карибском острове Тринидад. Несколько лет спустя он переправился в Мексику и перешел границу США. Нелегально, без документов и почти без денег. На новом месте он ни на что особо рассчитывать не мог, но надеялся найти работу и посылать деньги семье, которая к тому моменту почти разорилась. Сначала он устроился батраком, собирать фрукты. Работа тяжелая, денег мало и вообще больше в Америке-то ему толком ничего и не светило. Ситуацию спас президент США Франклин Рузвельт. Косвенно, конечно. В Калифорнии Десай остановился в дешевой гостинице на 32 номера, которой владела этническая японка. Потом он устроился туда работать. Предполагалось, что на первое время. Но 7 декабря 1941 года японцы напали на Пёрл-Харбор. Началась война. 19 февраля 1942 года президент Рузвельт издает свой знаменитый указ 9066. Всех жителей США японского происхождения, то есть 120 тысяч человек, приказано интернировать. То есть, проще говоря, посадить в лагеря. У Десая к тому времени сложились отличные отношения с владелицей гостиницы. И он предложил ей вариант. Пока она сидит в лагере для интернированных, он будет управлять бизнесом, дожидаясь ее возвращения. Стоил ему этот лизинг символических денег. $350 вперед плюс $75 в год. На современные деньги это чуть больше $7000 вперед и 1500 в год соответственно. Десай оказался хорошим бизнесменом. Вести хозяйство, вести счета, он этому всему научился еще в Индии. Оказалось, что гостиница не так уж сильно отличается от фермы. Что более важно, он быстро понял, что это прекрасный бизнес для иммигранта. Во-первых, сразу решался вопрос, где жить. Там же и жить, где работаешь, в гостинице. Не надо тратиться на квартиру, на дорогу. Во-вторых, постояльцев не интересует твой диплом и разрешение на работу. Их вообще ничего не интересует, только комфорт. Ну и в-третьих, тебе есть где принять и поселить друзей и родственников, которые узнали о твоем успехе. А успех свой Десай не скрывал. Он регулярно писал домой и звал всех желающих в Америку за новой жизнью. Из Гуджарата к Десаю приезжали целыми большими индийскими семьями. И в основном это были патели, просто потому что пателей в Гуджарате было невероятное количество. К тому времени у Десая уже был собственный отель. Всех приехавших он безвозмездно селил, кормил. Ну и устраивал к себе на работу, конечно. Тут он убивал сразу двух зайцев. С одной стороны, реально помогал соотечественникам. С другой, закрывал вопрос с дешевой рабочей силой. Надо сказать, что он реально помогал людям встать на ноги и всех желающих учил не только кровать заправлять, но и преподавал основы бизнеса. Его любимой присказкой было такое: если тебя зовут Патель, то заведи себе отель. Самых толковых он убеждал тоже открывать или покупать гостиницы. Но где же бедные иммигранты брали на это деньги? Тут сыграл ключевую роль другой индиец по имени Наналал Патель. Этот Патель приехал в Америку вскоре после Десая и выстроил целую сеть финансовой взаимопомощи. Понятно, что никакой американский банк кредит индийским иммигрантам никогда бы не дал. А вот Наналал давал, и у него можно было получить крупный займ просто под рукопожатие и обещание вернуть, когда сможешь. Главное, чтобы твоя фамилия при этом тоже была Патель. Вся эта схема росла как снежный ком, тем более, что иммиграция постепенно упрощалась. Сначала Патели занимались недорогими гостиницами, но потом поняли, что самый интересный рынок – это мотели. Где-то до 70-х они ограничивались в основном Калифорнией. До общенационального масштаба им помог расшириться другой политик –
как и Рузвельт, тоже косвенно. Но это был политик совсем другого типа, один из самых жестоких диктаторов постколониальной Африки, садист и людоед Иди Амин. Амин в годы деколонизации сделал стремительную карьеру. Он начинал как рядовой британских колониальных частей, служил помощником повара. Никакого образования не было, даже среднего. Зато были другие достоинства. Например, вес более 110 килограмм при росте 1,93 м и жестокость, поражавшая даже его английских начальников, которые уж в Африке повидали всякое. С 50 по 60 год он был чемпионом Уганды по боксу. Ходили устойчивые слухи, что он сын могущественной колдуньи. В общем, человек с такими данными просто не мог не захватить власть в стране. В 1962 году Уганда получила независимость, и Амин начал свой взлет. Из лейтенанта он быстро стал майором, а дальше, после ряда государственных переворотов, главнокомандующим угандийской армией. В 1971 главой страны, а в 1975 пожизненным президентом. На этом посту он прославился масштабными репрессиями. В 19-миллионной Уганде ему удалось убить от 300 до 500 тысяч человек, причем 2000 он убил лично. Ел ли он людей или не ел, тут мнения расходятся. Сам он однажды заявил, что человеческое мясо не любит, слишком соленое. Мы про него, может быть, еще отдельно расскажем, но сейчас нам важно то, что Амин проводил так называемую политику угандизации, то есть выгнал из страны 60 тысяч иностранцев. Среди изгнанных иностранцев были как белые, так и индийцы. Дело в том, что в колониальную эпоху индийцы расселились по всей Британской империи, в том числе и по британской части Африки. Высоких постов они не достигали, но были колониальной элитой второго ряда. Держали магазины, работали на железных дорогах, ну и так далее. И огромный процент этой африканской и индийской диаспоры составляли как раз пателли. Англичане охотно с ними сотрудничали, считая одной из самых вменяемых и полезных каст. И вот теперь Иди Амин обобрал их и выгнал, проявив абсолютно нехарактерный для себя гуманизм. Вообще-то мог бы и убить. Куда поехали эти десятки тысяч пателей? В основном в Британию. Кто-то поехал в Канаду, но примерно 1500 отправились в Америку, и они уже знали, чем они займутся. Именно из-за Амина картель мотелей Пателей внезапно получил гигантский кадровый резерв и начал расти с огромной скоростью, распространяясь на всю страну. Истории успеха там много. Есть, например, такая. Чандракант Патель в 1976 году начал с одного небольшого мотеля. В 1987 уже управлял сетью из 13. К 2019 году он владел 8 большими отелями, 6 из которых в Нью-Йорке, включая Хилтон, Бест Вестерн и Мариот. Есть и другие истории. Например, 10-й был процесс против какого-то Пателя, которого ФБРовцы поймали на том, что он превратил свой мотель в бордель. Уже к началу 90-х путешественника скорее мог удивить мотель без индийца за стойкой. Есть очень смешная заметка газеты «Нью-Йорк Таймс» из 1999 года. Там автор-индиец описывает, как впервые приехал в Америку, оказался где-то нигде, в Алабаме, и обнаружил, что его заселяет в мотель другой индиец. Ну и удивился, мол, брат, а ты-то что здесь делаешь? А тот удивился в ответ, мол, в смысле, что я тут делаю? Живу, работаю. В ту сторону шоссе мотель моего дяди, в другую сторону мотель моего троюродного брата. Ты недавно приехал, что ли? Хочешь, устраивайся к нам. Тебе тоже потом мотель оформим. Самая влиятельная сила в американском гостиничном бизнесе – это так называемая Азиатско-американская ассоциация владельцев отелей. В нее входит 20 тысяч человек, и это в основном пателли по фамилии или по происхождению. Совокупно им принадлежит 36 тысяч гостиниц по всей Америке, более 60% всех гостиничных площадей страны. Это около 1 миллиона сотрудников и более 3 миллионов номеров. Короче, полный триумф. В 2025 году чикагский рэпер IMAC Патель даже записал песню и клип, посвященный этому факту. И индийцы там с большим понтом стирают полотенца и убирают номера. Между прочим, 500 000 просмотров. Что касается директора ФБР Каша Пателя, то он вроде в мотелях никогда не работал. Но там с очень высокой степенью вероятности когда-то работал кто-то из его родственников. Вообще в правительстве Трампа довольно много индийцев. Директор национальных институтов здравоохранения Джай Бхаттачарья, уроженец Калькутты. Одним из ближайших соратников Трампа во время избирательной кампании был бизнесмен и консервативный политик Вивек Рамасвами, сын иммигрантов из Индии. Вице-президент Джей Ди Венс, белый реднек из Огайо, но вот его жена, вторая леди США, Уша Чилукури, практикующая индуистка. В общем, индийская диаспора в США прошла большой, если вдуматься, абсолютно невероятный путь. От мытья в
в дешевой калифорнийской гостинице на 32 номера до вершин бизнеса и политики. Вот что делают упорный труд и взаимопомощь. С другой стороны, по сравнению с массовым голодом и африканскими диктаторами-людоедами, любая проблема не такая уж и проблема.